Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. Сегодня мы с вами посетим нашу территорию, посмотрим, какие работы выполняются, что уже сделано, и поговорим о том, что нам еще предстоит. На самом деле мы сейчас стоим по левую руку от здания. Мы с вами видим то, что благоустройство территории уже идет полным ходом. Была установлена станция автоматического полива, посеян газон. Уже совсем скоро здесь вырастет зеленый слой. Все это будет выглядеть очень красиво, чинно и благородно. Забор смонтирован, это вы уже видели ранее. Также мы с вами не можем не отметить количество автомобилей, которое постоянно здесь только увеличивается, потому что, во-первых, увеличивается количество сотрудников подрядных организаций, которые выполняют строительные работы, но в том числе и увеличивается количество сотрудников компании Соволмаш. Да, продолжается набор, уже комплектуемся кадрами по мере готовности рабочих мест. В первую очередь сейчас нам нужны инженеры-конструкторы, поэтому если вы таковым являетесь, свое резюме вы можете скинуть на нашу официальную почту. Ну а теперь давайте мы с вами зайдем в здание и посмотрим на то, в каком состоянии мы подходим к завершению объекта строительства, то есть ЗОС. Мы с вами зашли в помещение АБК, на первый этаж. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Уже на дверях висят таблички, рабочий кабинет, здесь выставочный зал. Там тоже кабинет 1, 2, диспетчерская, то есть двери скрытого монтажа. Там спрятаны все коммуникации, установлено потолочное покрытие. Сейчас ребята периодически что-то демонтируют, добавляют какие-то элементы, устраняют определенные замечания, которые возникают у строительных комиссий, в целом у надзорных органов. Установлены пожарные коммуникации, продолжается маркирование, я бы даже сказал, оно уже завершается. Устанавливаются таблички для, скажем так, соблюдения требований по пожарной безопасности, установлены оповещатели о предстоящих каких-то событиях. Можно воспользоваться лифтом. Кстати, по поводу замечаний, возникают иногда такие интересные моменты, когда какого-то компонента в наличии нет, устанавливается временно другой. То есть это замечание. Легко ли оно устраняется? Очень легко, и это будет сделано в ближайшее время. Ну а теперь давайте прокатимся на лифте. Все работает уже в штатном режиме. Можно даже включить вентиляцию, если достаточно большое количество пассажиров. Можно выключить. Все очень удобно. Транспортировочные материалы защитные уже были удалены. Лифт даже говорит. Так. Здесь мы с вами наблюдаем тоже некоторые строительные приспособления, леса. Тоже выполняются определенные доделки. Точно так же везде таблички. Восстановлены, кстати говоря, стены. Ну, не восстановлены, а смонтированы, сделаны, покрашены. Все это выглядит уже в первозданном правильном виде. Работают выключатели все. Точно так же таблички рабочих кабинетов. Работают люди. Все, собственно, в штатном режиме. Заходим в производственную часть, первый этаж. Что поменялось здесь? Мы с вами сразу видим достаточно большое количество станков. Это токарные, это фрезерные ЧПУ, это лазеры. Лазеры мы с вами и ранее видели, но за последнее время именно фрезерных и токарных станков добавилось большое количество. Мы вам это все показывали в наших видеороликах, поэтому подробно останавливаться не будем. Скажу лишь про этот большой, огромный токарный станок. Он нам нужен для того, чтобы обрабатывать корпуса мотор колес 318 габарита, авиационных двигателей и всего того, что есть на их базе. Поэтому, я думаю, ребята подставят вам кадры более подробные, красивые, как все это сейчас выглядит. Плюс мы с вами видим то, что сейчас продолжаются работы. Ребята занимаются пожарными коммуникациями, доделывают все необходимые, скажем так, задачи, и в целом дело близится к развязке. В том числе вот это помещение, оно у нас с вами было
отведено под сборочный участок. Здесь стояла линия по сборке общепромышленных двигателей с 86 по 132 габарит. Сейчас она переехала, уже находится на своем законном месте. И, конечно же, здесь освободилось место. Для чего? Вы узнаете несколько позже. Сейчас мы с вами уже переместились на третий этаж производственной части. Мы видим помещение, которое необходимо нам для размещения инженерных коммуникаций систем. Это системы очистки воздуха, дымоудаления, приточной вентиляции и так далее. И вот таких помещений здесь на самом деле достаточно много. То есть есть, опять же, шкафы пожарной безопасности, да? Ремонт мы видим, что уже практически завершается. Уже помещения вычищаются. Мы с вами видим то, что наверху под потолком тоже проложены уже все вентиляционные шахты, коммуникации, распаечные коробки, там линии противопожарной безопасности и так далее. Если мы зайдем с вами в это помещение, здесь уже можно смело кричать «Эгегей!». Как бы достаточно красиво и интересно, да? Большие монструозные конструкции, предназначены все для того же, о чем мы говорили ранее. И вот весь третий этаж, он изобилует подобными комнатами. Естественно, везде стоят шкафы автоматизации, все это будет функционировать в автоматическом варианте, и микроклимат здесь будет ровно тот, который нам нужен. А теперь мы с вами переместились на нашу линию поверхностного монтажа, SMD-монтаж. Мы с вами видим здесь принтеры, мы с вами здесь видим платы, между прочим, это платы для контроллеров на углошлифовальные машины. Мы с вами видим установщик, и здесь мы с вами уже можем наблюдать платы распаянные, причем распаяны автоматизированным способом на этом самом оборудовании, с чем всех я нас с вами и поздравляю. Производительность данной установки достаточно высокая, она сейчас будет расширяться, будет доукомплектовываться дополнительными установщиками, которые позволят расширить диапазон размеров и модификаций плат, с которыми мы сможем работать, и все это будет помогать в построении нашего с вами бизнеса. А это так называемое окно на природу. И на самом деле это называется шлюз. Необходим он, как мы уже неоднократно говорили, для доставки негабаритных грузов, материалов, приборов, станков и всего того, что будет достаточно сложно перемещать на лифте. Поэтому вещь очень уникальная, и надо отметить, что конечно, утверждать я здесь ничего не могу, но после того, как у нас эта конструкция появилась, на некоторых арендных зданиях у наших соседей тоже стали появляться подобные изделия. Не являемся ли мы с вами законодателем моды? По крайней мере, это удобно. Здесь начинается формирование обмоточного участка. Стоят уже намоточные машины. Здесь будут мотаться катушки, секции, соответственно, в автоматическом варианте. Естественно, здесь должен быть еще склад меди, то есть, не склад, но, по крайней мере, такой рабочий склад оперативный, да, то, что мы будем брать и, собственно, упаковывать в эти машины. Ключей становится все больше и больше. Сюда мы заходить с вами не будем. Здесь у нас тоже видно, что есть склад оснастки, она тоже сюда переехала. Ебычный станок один установлен пока временно. И самое интересное. Линия не просто переехала в данное помещение, но уже спонтирована. Останется подключить коммуникации, и можно начинать ей пользоваться. При этом мы с вами видим то, что подготовка идет полным ходом. Уже даже ковры специализированные постельные. Поэтому вот в этом помещении она и будет функционировать. Поэтому итогом данного видеоролика я хочу отметить, что проект находится на завершающей стадии реализации завершения объекта строительства. Мы вплотную к этому подходим. Остаются замечания, о которых говорил на прошедшем вебинаре Дмитрий Александрович Дуйнов. Все процессы
подготавливаются рабочие места, создаются, кадрами мы укомплектовываемся. И надо отметить, что подготовка к реализации коммерческой части проекта ведется также полным ходом. Спасибо за ваше внимание, спасибо за поддержку. Делаем последние финишные рывки и начинаем приступать к тем задачам, ради которых все это намечалось. Спасибо.